находим? Нет, на несколько сантиметров. На 1 или 1,5 сантиметра внутри от этой линии. Да. Нашли. Потом что делаем? Это туда ставим. Прикладываем по фонендоскопу. Что мы здесь слышим? Это, значит, В норме мы слышим тоны, да? да. Но так как выслушиваем митральный клапан, он участвует в основном в образовании больше как оба тона. Но первый тон будет здесь сильнее, правильно? Мы обращаем внимание, какой тон сильнее. Вы будете здесь слушать бух-туп, бух-туп. Бух будет звучать сильнее, чем туп. И чтобы точно знать, где первый, где второй тон, еще что мы должны сделать? Синхронизировать его с пульсацией чего? Сонной артерии. Как находим сонную артерию? Середину, потом так подводим. Нашли срединно-ключичную линию. Вот он. Не срединно-ключичную, а мускулостерноклейдома стоит. Его наружная часть, которая соприкасается с углом нижней челюсти. Вот здесь прикладываем мягкие части концевых палок 3 пальцев и синхронизируем. Та пульсация, которая совпадает с пульсацией сонной артерии, это и есть первый тон. Дальше. Еще что делаем? Потом какой тон? Второй. Не второй, какой клапан? Аорта. Так, как мы его находим? Второе межреберье вокруг, найди, справа от грудины. Найди мне под ключицей это первое межреберье, потом второе. А как мы его находим? Вас не учили, как надо? Нас говорили, считать? под ключицей это первое межреберье, и потом под ним уже второе. У тебя прям сюда. Вот ключица, вот межреберье. Вот вот ребро, вот межреберье. Так надо считать. Вот это первое ребро, первое межреберье. Потом мы меняем местами пальцы. Вот это будет у нас второе межреберье. И где во втором? Справа от грудины. Справа от грудины. Сосчитай, пожалуйста, правильно. Нет, я же не так считала. Вот первое ребро и межреберье. Второе ребро и межреберье. Сосчитай. Нет, хватит. Первое ребро. В принципе, и так можно менять местами пальцы, так тоже. Вот здесь. Потом третья наша точка. Третья слева. Тоже второе межреберье, слева от грудины. Легочная артерия. Опять надо найти его точку. Как же легче? Почему ты Да, схватил. правой рукой? Это второе, получается, лежит. И, значит, здесь. Рядом с грудиной. Да. Прямо у края грудины слева. Четвертая точка наша. Четвертое тригуспидальное. Ага. Куда прикладываем? Это основание мечевидной. Приложи прямо посередине линии. Посередине линии будет. Он здесь ощущается. Слева. Разве клапан трикуспидальный слева располагается? Не, прямо Он посередине. располагается между правым и левым предсердием и желудочком. Чуть правее. Вот. Основание грудины здесь. Чуть-чуть правее. На сантиметр как бы правее. И последняя наша дополнительная точка. Да. Воткина эрба. Как мы найдем эту точку? Где она располагается? Она вот Ну, обычно как пишут в наших книгах? тоже от мечевидной. Она Нет. Там, где хрящи 3-го и 4-го ребра присоединяются к грудине. Приблизительно это получается 3-е межреберье. Но совсем у края грудины. Опять считаем. 1, 2 и 3. Это уже будет у нас вот 3-е ребро, а здесь будет 4-е. А их хрящ располагается где-то здесь. И
кладем два трубок по гироскопу и выслушиваем. Вот здесь мы сказали у основания сердца в первой и четвертой точках, какой тон будет громче. Первый. Первый, Первый. четвертый, первый. У основания Второй сердца в обеих точках второй. А здесь Водки, наверное, тоже второй. вы же сфотографируете. И первый, и второй будут звучать одинаково, потому что она находится близко и к этим клапанам, и к этим клапанам, на середине расстояния. Понятно все? Да.